Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Прямой эфир. Андрей Золотарев, украинский политтехнолог на связи. Андрей Владимирович, приветствую вас. Приветствую вас, приветствую зрителей. Друзья, всем большое спасибо, что подписываетесь. Огромное спасибо, что про лайк не забывайте. Это сейчас очень нужно. Андрей Золотарев, подпишитесь на него на YouTube. Также проводит сессию ответов на вопросы. Тоже очень интересные стримы. Впрочем, ответы на вопросы вы увидите и в этом эфире, как обычно, традиционно, в финальной части, поэтому досмотрите до конца. Эти вопросы можно оставить в клубе зрителей Шелеста, можно оставить в сообществе YouTube абсолютно открыто, можно задать онлайн в режиме интерактива, но опять-таки в самом финале, в чате трансляции, пока же ваши обсуждения, ваши реакции, ну и, конечно же, пишите, что думаете, ну и голосуйте в нашем опросе. Он сегодня такой. Как отставка Федорова повлияет на ход боевых действий? Варианты ответов. Отрицательно. Воеваться будет хуже. Положительно. Дадут больше ада. Ну, мол, посмотрите, Федоровы там это все как бы наоборот, чтобы машина была боеспособнее, затеял Зеленский. Третий вариант. Никак. Это вообще отставка не про войну. Это про деньги, которые выделили, или там пообещали, или выделяют, или дают, подбрасывают, как угодно можно глаголы переставлять местами. И четвертый вариант. Хоть так, хоть этак, война иссякает. Поэтому, вот я имею в виду глобальный предел. Понятное дело, что ничего не иссякает. Сегодня сообщение, что в самом Херсоне и вокруг Херсона опять там расширена зона принудительной эвакуации. Бьют танкеры, бьют Одессу, об этом мы сегодня поговорим в самом ходе боевых действий. Но глобально все понимают, что на осень вообще будет другой расклад, геополитический и мировая экономика, в общем, там все до кучи, и поэтому это такой, знаете, последний взгляд на Севастополь или перед смертью не надышишься. Вот такие 4 варианта. Давайте о влиянии отставки Федорова, вот с этого начнем наш эфир. Потому что Зеленский уже и замену нашел, Корецкий уже после совещания с Зеленским, новый премьер, уже и назначил, уже все, в принципе, как бы и хорошо, и совещания провели с боевыми бригадами, с оружейниками, готовят какие-то новые решения. Так что все, вот прошло полдня сегодняшних, вот до сегодняшнего момента с утра, и, в принципе, и забыли про Федорова. Нет, не все. И, судя по всему, вот где-то в Лондоне, может быть, заливает свое горе чашкой чая посол Украины в Британии Залужный, поскольку появляется фигура с куда большими ресурсными возможностями и, скажем так, куда более форматный. Человек, который в цифровом мире чувствует себя как рыба в воде, и тем более, что набивший руку и с хорошей командой политтехнологов. Ведь, как говорится, один из немногих министров, с которым все время работали вполне и себе грамотные ребята. И я бы поставил бы на третий вопрос, на третий пункт, о том, что да, из-за денег и власти. Ибо за последние несколько месяцев амбиции Федорова, политические амбиции Федорова стали совершенно, скажем так, не прикрыты. Тем более, что там пошла еще и скупка медиаресурсов, Бабель, цензор нет, и причем эти ресурсы сходу в бой, там достаточно вспомнить скандал вокруг Скелли, и, соответственно, на Банковой появились подозрения. Вот. А поскольку это еще и наложилось на конфликт с Сырским, на скандальную ситуацию вокруг закупок в Минобороны, ведь ждут больших денег, и кто-то же эти деньги должен делить, ведь и те, кто считает, что Министерство обороны руководит войной, это только так, это прежде всего ближе к бухгалтерии. Нет, подождите, стойте, мы же видим картонки. Мы видим картонки в разных городах Украины. Мы видим абсолютно, такие достаточно... Понятно, что есть люди, которые вообще не отстреливают, что происходит, там фамилии путают и так далее. Есть много смешных таких моментов. Когда молодняк подходит и спрашивают, что-то ты стоишь тут, за кого ты? Но по большому-то счету, в принципе, в общей массе
вот эти молодые люди все со светлыми лицами, они говорят, что у нас лучший министр обороны. Это вообще политтехнологически уникальная ситуация, чтобы выходили не против кого-то, а за. Не вышли же там против беспредела ТЦК, никто не вышел. Не вышли против войны с памятниками абсолютно, ну, или ущемления прав украинцев на свободу передвижения. За это не вышли. А вышли за Федорова, ну, который, я думаю, в лучшем случае знает процентов 50-60 украинцев. Могут назвать, кто сегодня является министром обороны. Но это говорит о довольно серьезных организационных возможностях. Ведь собрать на пятом году войны такую тусовку, повторить Картонный Майдан 2.0, но не обладая организационным потенциалом, то есть когда у тебя есть сотники, тысячники, это невозможно. Просто бросить клич в соцсетях, знаете, это не работает. Придут пару коллег, пару городских сумасшедших, и на этом все закончится. А так все довольно грамотно. Но, как отметил один мой коллега, пока в буфете театра Франко не начали нарезать бутерброды, вот, ну, это все-таки больше напоминает карнавал. Но представители, молодежь, движимая представителями грантовых организаций, ну, и в прошлом году увидели, что довольно серьезная сила. Это совершенно иной расклад, нежели с Залужным, вокруг которого, ну, Залужный и пустота. А тут все-таки, как мы видим, довольно эффективная работа в информационной среде. Вот языки поговорят, что заслали несколько сот тысяч USDT в крипте лидерам общественных мнений. Ну и достаточно взглянуть на ленту, чтобы воочию увидеть то, что Федоров не сам по себе. Очевидно, ну, птенцы гнезда Сарасова получили своего кумира, получили того, кого они будут двигать к президентскому креслу. Это совершенно очевидно. Смотрите, я хочу с вами обсудить один такой момент. Обычно такое я обсуждаю в клубе зрителей, ну, на более такую камерную аудиторию, но тем не менее. И был у меня там один контакт с человеком, ну как у всех, да, птички нашептали и так далее. Слушайте, но это же все, ну, на самом деле такая, ну, подстроенная история. Маркером являлись, для того, чтобы самим это понять, не ссылаясь на какие-то источники, потому что, опять-таки, в этой ситуации очень велика цена ошибки. Это постоянно повторяю за эти 2 дня, потому что можно оступиться, и можно на этом канате, когда ты идешь, можно сорваться в абсолютно другую историю, не так, как задумано. Но у нас же Зеленский игрок, так это все его игра. Вот эти картонки, говорит, да, это митинг. Это очень классно. Первое. Отсекает Порошенко навсегда с его вот этой, скажем так, историей. Второе. Они вот точно так же, помните, был проект, говорили там Арестович, типа там Левочкин, короче, типа замена ОПЗЖ. Ну вот, чтобы было русскоязычным, плюс-минус там адекватным, было за кого голосовать. Федоров – это классный проект банковый по тому, чтобы было, ну, отбить у Порошенко все последние там его какие-то электоральные вещи. Плюс реакция Зеленского. Не Зеленский на Федорова, ни слова, ни полслова. Не Федоров на Зеленского. Нашли Сырского. Сырский, я уверен, идет война. То, что рассказывал там минут 18, по-моему, ну, вообще, или ну, около того, вот эта вся его презентация ухода, да, как он ходит, как Стив Джобс на фоне там презентации, что мы там сделали, но то, что он там рассказывает, это действительно, это подрывает армию изнутри. Сейчас начинаются вот эти командиры, которые пишут, их там начинают давить, душить, что не дай бог там, ну, это все фон. На самом деле, это все определенный замут для того, чтобы, ну, короче, роженица вот этого проекта Федорова, это Зеленский, это та же банковая. И
по косвенным признакам и по определенным сливам это можно понять. И даже вот эти USDT, которые раздаются там направо и налево, это тоже все с одного котла. Миша 5% становится идолом для вот этой публики. А вот эти все порошенковские товарищи, на которых наложили санкции, Порошенко не дали снять с себя санкции, они дискредитированы, втоптаны в грязь. То есть это красивая политическая игра. Вот об этом я хотел бы с вами поговорить, как с политтехнологом. Ну, и такая версия имеет право на жизнь, но Порошенко не конкурент. Это очень удобный спарринг-партнер, ведь даже те, кто, скажем так, позитивно был настроен к этой шоколадной фабрике, вот они признавали о том, что в двойках Зеленский выигрывает у Порошенко. То есть он не конкурент. Плюс то, что санкции остаются, исключает его возможность участия. И да, и это, соответственно, я бы обратил внимание, все-таки это обнуляет и Залужного. Вот, по большому счету. Но будем смотреть, что будет дальше. То есть, куда оно пойдет. Будут ли обыски в компаниях Конотопского, там, или продолжится скандал вокруг Бабенко и Выри, производителя дронов. Поднимется ли тема там, крышевания онлайн-казино и колл-центров, и там соответствующих откатов там называют до 70 миллионов. Вот, насколько все это будет серьезно. Но вчерашний брифинг Федорова, это не отчет министра, это политическое выступление. Причем иным за подобное рода речи вменили бы, к нему пришли бы в гости политологи в штатском после таких выступлений. Насчет лжи, обмана и так далее. К людям цеплялись и санкционировали за куда меньшее. А то довольно резкое, причем чисто политическое выступление. Вот кто бы что ни говорил, это, может быть, немножечко фальстартанули, есть у меня такое ощущение, но это запуск политического проекта. Ну, о какой политике мы можем говорить, если война продолжается? Соответственно, есть какой-то дедлайн для этой войны и есть расчеты. Потому что вот в этих всех раскладах, которые там, не публичных, что фигурирует, Андрей Владимирович? Что задача закончить войну в 3 этапа. Этап первый – это вот под зиму. Поэтому вот это Корецкий, а давайте, что ж мы будем делать зимой, понимаете, вот эта вся история. Взять какое-то перемирие, возможно, частичное, возможно, некоторое. Под это перемирие вот как раз-таки, собственно, все подготовить, да, немножко успокоить, обрастут и заматереют вот эти переставленные, сейчас мы обсудим конфигурацию Кабмина с вами, тоже очень интересно. Дальше они там наберут обороты, будут спасать всю эту ситуацию от всяких тяжелых вещей. Дальше на весну, то есть уже определенные договоренности, выборы, и уже после этого июль примерно, то есть через год окончательный мирный договор. То есть вот такой, мне рассказали, да, вот такой сценарий вот этих всех игр, который был запущен после встречи Трампа и Зеленского на прошлой неделе, и откровенных там таких, британских проблемах. Там сегодня новый премьер-министр объявился, хотя премьер-министр — это фигура исключительно техническая, понятно, что все решает корона, но ввиду всего прочего, вот такую дорогу нам стелят. Насколько, на ваш взгляд, где слабые, где сильные места этой версии? Знаете, планы и до этого были, и в прошлом году рассказывали, что, может быть, уже на осени к выборам выйдем, но это так и осталось планами. Вот. И тогда тоже говорили, что смена правительства — это к выборам, дескать, вот со Свириденко, но, как мы видим, никаких выборов ни мира не случилось. И посмотрим, как как мы пройдем эту зиму. Ведь можно зиму пройти так, что весной с улицы Банковой вынесут чей-то политический труп. И так может быть. И я согласен с вами относительно того, что это может быть такая договоренность о плавном трансфере власти, фигуре, которая гарантирует
скажем так, неприкосновенность и непреследование предыдущего. Ведь заметьте, что у нас, пожалуй, ну, единственное исключение Янукович, а со всеми остальными все ровно. Там, кто там вспоминает Кучму, дело Гангадзе или там нюансы, как говорится, олигархической перезагрузки экономики? Никто. Все хорошо. Леонид Данилович кайфует на Сардинии. Это аналогично и Виктор Андреевич имеет возможность, кажется, посвятить себя трипольским артефактам и пчелам. Ну, Петр Алексеевичу там досталось, но это, не сказать, что его догоняют, это скорее такая вот санкция, такая полицейская мера, чтобы стреножить и чтобы оппозиционную прыть не проявлял. Поэтому все может быть, вполне допускаю такой план, но мне кажется, что жизнь несет свои коррективы, и особенно вот в ближайшие пару месяцев. Опять же, где стабилизируется фронт, стабилизируется ли, удержит ли фронт ЗСУ, не получит ли энергетическая инфраструктура Украины фатальных повреждений этой зимой. Ведь зима может быть не только темной, но и холодной. И энергетические эксперты говорят о том, что может быть такая ситуация, когда по несколько дней не будет электричества в тех или иных городах. То есть очень много «но». Вот, для реализации вот такого, скажем так, плана скажем, завершения войны и перехода кормила власти. Что из себя представляет сегодняшний Кабмин? Ой, ну, по сути, вот расхожая мысль о том, что это перестановка кровати в борделе, ну, тут с этим трудно не согласиться. Ведь по большому счету ну, ушли оскандалившихся Лесового и Кулебу. Вот, собственно, ну и министр обороны. Некоторые даже говорят, что это отставка Кабмина якобы, чтобы там свалить Федорова. Но это не про это. Учитывая то, что во главе Кабмина стал пользующийся авторитетом в глазах Зеленского Корецкий. Ведь до этого он подвязался у Ивахова и у покойного Еремеева в компании ВОК, одним из топ-менеджеров. И в конце 22 года его вот эту околовластную тусовку привел Миндич и Корецкий. Справедливости ради сумел развести Бенина и Авгиеву конюшню в Укрнафте, сделал убыточную компанию прибыльной. И это, благодаря этому, там, конечно, есть нюансы по Укрнефтегаз бурению и там прочим, но в глазах Зеленского он успешный, эффективный менеджер. И, может быть, гуляет и такая версия, что с учетом того, что будут заходить большие деньги от партнеров, ему нужен человек, который может деликатно, с выгодой, естественно, для всех распределить эти денежные потоки. Ну, знаете, когда залетает до конца года так только на покрытие дефицита бюджета под 50 миллиардов, ну, если даже просто прислонить пальчики, вот уже ярд другой. Но Свириденко этого делать не умела. Корецкий деньгами распоряжается умело и эффективно. И в плане, скажем так, креативности, ну, он намного сильнее Свириденко. Может быть, под это, поскольку иных мотивов смены правительства, ну что, посадили на аграрного министра Тараса Высоцкого, у которого тоже такой специфический шлейф. Но каких-то кардинальных изменений политики в той или иной отрасли я не вижу. А ключевые остаются, ну, смотрите, и Марченко, и, собственно, экс-премьер Шмыгаль, ключевые. Остается Сибига, ну, это так понятно. От вице-премьера по культуре и по гуманитарной политике Бережной мало что зависит. Это, как говорится, там деньги не зарабатываются. Остальные все остаются при своих. Ну Андрей и, Владимирович, соответственно, по поводу Сибиги, здесь же сегодня это сенсационная вещь.
Гончаренко на ТСК пришел бывший посол на Кипре и прямо сказал, что заказал Сибига его убийство. Сибига киллера заказал. Они там, в общем-то, перетерлись с точки, ну, в общем, с бандитами там киприотскими. Ну и, в общем-то, да, вот так пришло все к тому, дошло до того, что прям физическая ликвидация бывшего посла обещана. И понятно, что вот мы тут об армии тоже поговорим, которая превращается в бандитский, ну, с бандитскими понятиями, бандитскими, скажем так, укладами. Не все, понятно, но отдельные бригады так точно. А тут у нас целое Министерство иностранных дел по фене и на такой, как бы, козе. Это абсолютная сенсация, то, что сегодня заявил у Гончаренко бывший посол. А уходил-то со скандалом. А вот теперь понятно, почему. И откуда этот скандал, откуда ноги растут. И полетела сегодня такая информация, недостоверная или нет, о том, что советника по политическим вопросам кипрская полиция приняла при передаче 10 тысяч евро вот, одному из экс-министров Януковича Злочевскому, известная такая громкая фамилия, связанная тоже с коррупционными делами, с небезызвестной компанией Буризма. Вот. Ну и до этого же отношения Сибиги и экс-посла Украины на Кипре были предельно скандальными. То есть, поэтому если какие-то факты, но если есть факты, надо обращаться, ну, откуда эта информация, надо обращаться, естественно, в правоохранительный орган. А когда это заявляется на ТСК, ну, остается, ну, ощущение того, что это такое политическое заявление. То, что наш МЗС, что называется, дотрахался до мышей, то есть уровень деградировал, ну, по-моему, это вообще известный факт. Тут посмотреть на кадровый состав послов, отстойник сбитых летчиков, случайных людей, чьи-то протеже, друзей, любовниц. Вот. И неудивительно то, что 90% завершивших свой, кажется, командировку украинских дипломатов, этот же экс-посол приводил такую, что по его подсчетам 90% не возвращаются в Украину, включая, как говорится, это не только мужчин, которым там грозит мобилизация, а и представительниц прекрасного пола. Ну, по-моему, это позорная, абсолютно позорная цифра, за которую, как говорится, пору спросить и с министра. Тем более, что до того, как прийти в МИД Сибига, на Банковой опекался, как раз курировал Министерство иностранных дел. Поэтому что тут, как говорится, каков поп, таков и приход. Нет, ну скандалы жуткие, конечно, и они причем так, знаете, нарастают, и действительно кучно пошло. Вот кучно. Еще доносятся авторшоки после монокийского подрыва, да, и как там... По-моему, то, о чем только раньше шептались, о том, что наши спецслужбы предельно криминализированы за последние годы, ну, теперь все тайное становится явным. Так и смотрите, ну и параллельно с этим Урсула дает деньги, приезжает в Киев, получает орден. Стармер прощаться приехал с Зеленским, это вчера. То есть, смотрите, как все хорошо. То есть у Зеленского есть покрышка, но покрышка, сколько там хода у нее еще может быть. До времени, до поры до времени или до заплыва забыки. Ведь напомню, что вот, такой персонаж, как Саддам Хусейн, до поры до времени тоже был другом и Советского Союза, и Запада, и американцы прощали там и едва не утопленный эсминец в Персидском заливе, который там иракский самолет всадил в него ракету, 30 моряков сгорело. Вот. На все это закрывали глаза. Закрывали глаза на то, что он курдов травил газами и прочее, как говорится, ну, как противовес злым шиитам, как говорится, в Иране. На это закрывали глаза. Ну, до поры до времени. Вот как только он с Кувейтом запнул за буйки, вот тогда, да, он стал, Ирак стал рассадником терроризма, исчадием зла. Там вспомнили об амбициях относительно оружия массового поражения. Ну, хотя
После 1981 года Израиль вполне успешно уничтожил построенный совместно с французами ядерный реактор Азерак. И, как говорится, дальше уже дальше этого уже ядерный проект не пошел. Но и тут точно так же, такая же логика. Пусть он сукин сын, но это наш сукин сын. Поэтому неудивительно, если посмотрите реакцию, как говорится, самые честные европейские медиа, они старательно и корректно до недавнего времени обходили стороной все вот эти острые углы. Никто не замечал и бандитского характера мобилизации, никто не замечал коррупционных скандалов. Это до поры до времени. Возможно, теперь, вот тоже, кстати, это еще один маркер, если у этой публики появится новый кумир, как это отразится на освещении деятельности президента Украины и, как говорится, его близких. Европа, ну, в общем-то, не смогла ввести 21-й пакет санкций. Ну, там чего-то ввела точечно. И впервые сегодня прозвучала формулировка, что это за обстрел. Конкретные санкции за конкретный обстрел, да, в начале месяца. Вообще, конечно, вот этот обстрел в начале месяца сейчас обрастает новыми подробностями. Его, я так понимаю, специально вытащили именно сейчас под вот эти все танцы и пляски вокруг Федорова. Это ситуация в Вишневом. Показали новые кадры, показали там бегущих детей босиком, показали ужас и масштаб трагедии, приняли двоих каких-то доходяг, которые там в 18 метрах разместили оружие и вот эти боеприпасы, сняли главу Укроборонпрома и продемонстрировали, как власть, ну вот видите, наказывает за вот такие оплошности. Как вы думаете, вот этот момент, да, с обстрелами, с угрожающими и тяжелыми ударами по Украине, сейчас складывается впечатление, что немножко поутихло. Хотя вот буквально прошлой ночью опять точечно, там несколько ракет, они конкретно попали в конкретные склады. Просто технология замалчивания, это вот я с украинцами, с какими общаюсь, в Киеве, в Киевской, Житомирской области, в Полтавской области, они, ну это просто нечто. То есть все замалчивается. Люди там в конкретном селе знают, куда прилетело, или в конкретном населенном пункте, в конкретном районе Киева, а всем никому не говорят. И стало нормой, когда у тебя 1, 2, 3, 4, 5, ну, до десятка, если там в общей сложности брать за день, людей гибнет, причем таких гражданских, и на это уже никто не обращает внимания. Как долго такая тактика, а это исключительно тактика информационная и политика информационная банковой, может продолжаться? Ну, до очередного трагедии, ну, схожей с Вишневым. Так пока это все работает достаточно эффективно. Да, массированные удары по Киеву, они получают резонанс, но помимо массированного удара вот, в начале месяца, вот за эти 2 недели было 6 ударов по Киеву. И причем заметьте, что, видимо, Искандеров не хватает, запускают как по баллистической траектории ракеты комплекса С-400. Они, конечно, послабее, но для людей опаснее в том плане, потому что они заряжаются шрапнелью, и там разлет, конечно, сотни метров, убойность высокая. Вот. Но никто, тишина относительно практически минимум информации о том, что происходит в Марганце, в Никополе, в Херсоне. Вот. А там этот кошмар, такой кошмар продолжается с марта месяца. То есть их утюжат очень плотно. Вот. И как-то тишина. Аналогично, и вот я согласен и по другим населенным пунктам. То есть пока это работает эффективно, но до очередной большой трагедии. Ну, вы так сказали, Искандерова не хватает. Тут же еще вопрос в выборах целей. Вот это вот очень тоже важный вопрос. Ну, начали выносить, очень активно начали выносить заправки, особенно за вот эти 2 недели. Причем
И бить, обратите внимание, на этой неделе впервые FPV-дроны атаковали машины на трассе Днепр-Кривый Рог. А это 72 километра, ну, от Никополя по прямой, от Энергодара, это чуть больше 72 километров. Трасса Кривой Рог Днепр. Ну, сгорели две машины, погиб один водитель, и это FPV-дроны, это не или Middle Strike, там не молнии, а FPV-дрон. Возможно, с дрономатки запускают, но факт то, что логистика может оказаться под ударом. И не только в там, заправке в Днепропетровской, в Харьковской, в Сумской области, где это уже стало обыденным явлением, и практически вот по трассе Днепр-Харьков практически не встретишь целую заправку, там вынесено практически все. Ну и уже и в Житомирской области, поэтому, судя по всему, вот как раз вот в рамках вот этой зоны безопасности, о которой говорил Песков, возможно, это подготовка к наступательным действиям, но, знаете, когда выносится заправка, а ближайшие километров за 50-70, ну что делать людям? Для многих автомобиль, там, заправить «Жигуленок» — это единственная возможность коммуникации с внешним миром, там, запастись какими-то продуктами, там, чем-то самым необходимым, в конце концов, даже те же дрова привезти. И понятно, что это фактор, который будет выталкивать население, да, действительно, А куда отталкивать выталкивать? Есть куда выталкивать? никуда. Это, для многих это в никуда. Ну вот не так давно вот, прошла информация, в Болгарии наш соотечественник бомжует. Ну, из Мариуполя, видимо. Ну, вот как-то так. А что касается жилья для временно перемещенных лиц, ну, наши министры и не такие сказки могут рассказать о том, как э, беженцах держава заботится. Временная поверенная появилась в делах США по Украине Сандра Аудирк. Как сообщили в американском посольстве, она является карьерным дипломатом, представительницей высшего корпуса дипломатической службы США. Ауткирк имеет более 30 лет опыта работы в разных странах мира. В общем, так сказать, есть теперь к кому ходить в посольство Соединенных Штатов Америки. И кто пойдет, вот кто побежит в первых рядах. Вот, увидим ли мы там Сережу Стерненко, например. Ну, Стерненко на картонке не пошел. Да, да, да. У него же, он же на растяжке как-никак. Но мы не будем забывать, благодаря кому, как говорится, он с таким счастьем и на свободе. Правда, что от Лондона отходят и в Америку линут все Похоже расхожие? похоже на то, ну, явно материальные возможности Лондона, ну и плюс Мур ушел, ну а вот эта девушка с веслом, Блейз Метревели, ну, все-таки она, ну, мне кажется, она послабее будет. И не будем забывать о том, что возможности помощи со стороны Британии, наряду с другими странами, Британия об этом не говорила, но 130 миллиардов фунтов дефицит бюджета. Ну и смена, как говорится, премьера Даунинг-стрит во многом как раз является следствием финансовых проблем Соединенного Королевства. С чего все началось? Помните, с министром обороны, который подал в отставку. Он попросил: дайте денег, армия и флот не в лучшей форме, надо поднимать. Ну, они сказали: денег нет, но вы держите. А почему так получается? На Украину деньги есть, а себе нет. Ну, вопрос, пока мы, знаете, пока все-таки это больше напоминает звон монет. Вот, ну, что он 2 недели назад еще при Свириденко зашло-то 2,8 миллиарда, но это не решено. При дефиците бюджета в 55 миллиардов долларов это не решает проблемы. А пока только обещают. Но учитывая вот, ну,
реалии, внутриполитические реалии и состояние финансов, ведь из таких серьезных экономик, ну, только у Нидерландов. Они узенькие, там менее процента профицит бюджета. Все остальные бюджеты, и Франция, и Германия, страны имеют дефицит бюджета. Соответственно, ну, обещания не скупятся, но каковы возможности, посмотрим. Посмотрим. Ну, то есть, геополитика наше все, но и тем более э, пытаются ухватить жар-птицу за хвост в этой ситуации, ну, ничем не рискуя истощать Россию. Ну, вот это такая... Это все-таки в европейских столицах считают, что это намного дешевле, чем с собственными ресурсами и собственными людьми непосредственно столкнуться с Россией, с ее военными возможностями. Поэтому пока как говорится, тут статус-кво сохраняется. Но вопрос другой. Придут, когда придут деньги, и в каком количестве, и на каких условиях. Ну, вы знаете, политика европейская, она такая людоедская даже где-то и очень такая жесткая в отношении. Сегодня попался материал о том, что на Грецию давили, чтобы они патриоты отправили в Украину, а потом говорят, ладно, патриоты, ну, Греция говорит, какие патриоты? У нас тут не сегодня, а завтра мы с Израилем должны с турками воевать. Вы что, учения там проводим? Не отдадим патриоты. Потом сейчас давят на то, чтобы отдали заряды для патриотов. Ну, вот эти ПАК-2. 20 лет уже на вооружении греческой армии стоят вот эти патриоты. Ну, это старое. Они неэффективны против баллистики, кстати. ПАК-2. Для противодействия баллистике необходим кинетический перехватчик ПАК-3. Вот. Но ракет нет, но выдерживает. Ну, так и схему придумали очень такую понятную. Вы продаете Осло, Норвегию, а Норвегия передает Украине. Ну и, в общем, артачится греческое правительство. И так всех касается. Болгары, которые на саммите НАТО сказали, не, ну мы можем, конечно, гайки вам покрутить на этих бронетранспортерах, а так у нас денег нет вам помочь. И ряд стран ушли в отказ. Но, тем не менее, общий уровень, да, поддержки все равно вот, считается достаточно высоким. Александр, декларируемый уровень поддержки. Знаете, вот есть слово, есть дело. И что, Бавария, у нас все, как говорится, больше ничем помочь не можем. Аналогично Словакия, Венгрия, такая же позиция, то есть поддерживать войну не будем. Нидерланды заявили о том, что они исчерпали возможности, а Нидерланды как раз были в числе тех, кто последовательно поддерживал Украину. Идем дальше. Ну, с Польшей мы уже сами видим, там, да, передали аж 5 ракет, по-моему, там не указали ПАК-2 или ПАК-3, вот. Но 5 ракет это даже одну пусковую установку не хватит зарядить, там, по-моему, 6 ракет в комплект. Вот. И американцы взамен пообещали, что передадут 50 в течение 24 часов, если понадобится, но я думаю, что аттракцион невиданной щедрости со стороны Польши закончился. До этого поляки, конечно, довольно, будем объективно, они довольно много передали. Да, по большей части это все-таки советская техника, но те же С-200, которые у нас, зенитно-ракетные комплексы, которые у нас недальновидно порезали, а в свое время они прикрывали Киев, вот эти комплексы. То есть ПВО Киева, то есть вот корпус ПВО, он имел на вооружении С-200, от которых мы избавились. А оказывается, этот комплекс тоже вполне можно использовать как баллистику. И да, польские комплексы как раз в этом плане послужили. Ну и поляки, кроме того, из танки собственного производства, это аналог Т-72, самоходная гаубица «Краб», это то, что поставлялось. Ну, из того, там где-то на 500 миллиарда насчитали того, что они передали Украине, но все, больше уже, очевидно, не будет. Что остается в сухом остатке? Ну вот я поэтому, понимаете, вот я вижу по голосованию нашего прямого эфира, что там война иссякает, наиболее непопулярный результат пока что. Но а по большому-то счету все как бы иссякает. Нам говорят, что дронами можно выиграть эту войну, но вопрос возникает, что можно выиграть дронами. И тут же очень и очень важный аспект и важная деталь.
Европа разрешает Украине покупать китайские комплектующие для дронов. Беспрецедентная история ввиду политики Европейского Союза. Но это прежде всего все так, ну, понятно, политический аспект смотрят этой ситуации, но по большому-то счету это признак истощения. Вот эти признаки истощения по всем фронтам, они сейчас проявляются. Извините, а из каких комплектующих до этого собирались дрон? Ну, Буданов уже рассказывал. Просто для дронов необходимо там, так называемый неодимовый магнит. Ну, в Европе их тоже делают. Но они в 8 раз дороже, чем в Китае. Вот. Европа практически в таких объемах не производит оптоволокно. Это только Китай. И если действительно вести речь о том, что у Китая не покупать, то это значит остановить производство дронов как в Украине, так и для, я думаю, и для европейских армий. Поэтому, знаете, тут, конечно, ребята уникумы в этом плане. Разрешили, соизволили. Ну, Нет, вот. подождите, они имеют право разрешать или не разрешать, потому что деньги-то их. Европейские деньги, евро. За евро покупать эти вещи. Тут же, понимаете, мы входим в период тотальной зависимости и конкретного, ну как это, бухучета того, что Европа дает. Надолго ли ее хватит? Вот в чем вопрос. Хватит ли евро? У меня сомнения. У меня сомнения. И я не раз говорил о том, что за стол переговоров садятся, когда истощаются ресурсы. Деньги, солдат, оружие. Вот с деньгами и солдатами у нас ой, как кисло. Бусификация закончится с приходом исполняющего обязанности министра обороны Хмары. Не закончится, и более того, скорее всего, она примет еще более жесткие формы. То есть, ну, вы видели по Сыховскому инциденту, что никто даже не пытался соблюсти баланс, кажется, раздать всем сестрам по серегам. Вот, ведь там налицо были хулиганские действия со стороны привлеченных на помощь ТЦК спортников, там это тренер по восточным единоборствам, который выскакивает из машины и с локтя двигает гражданского по затылку. Ну, это чистой воды хулиганство. Вот. Но позиция государства совершенно четко обвинительный уклон. Ну, что говорить. К несчастью для нас, наше государство окончательно превратилось в такого левиафана. И незабвенный Томас Гоббс нервно курит в сторонке. Вот. И, судя по всему, никаких послаблений, никакой мобилизации я ранее улагаю, потому что никакой мобилизации с человеческим лицом. Я считал, что и у Федорова не получится, но и ее не будет и у Хмара. Сырский требует пополнения, соответственно, план хронически недовыполняется. Где-то серьезно, где-то там по минимуму, но при этом остается за кадром качество мобилизуемого контингента, и, как мы видим, гребут людей с такими тяжелыми зависимостями. Результат, то, что там вот в скеле система, как говорится, мотивации и перевоспитания, когда люди оттуда бегут через минные поля, по-моему, картина маслом. Ну, так говорят и там учебный центр ДШВ в Житомирской области, там тоже такие комфортные условия, что иногда трупы СЗЧшников из речки вылавливают местно. Ну, по-другому, в рамках этой системы, по-другому, другой мобилизации не будет. Ну, объективно. Ну, хотя и более того, знаете, я же прекрасно не розовый оптимист. Я прекрасно понимаю, что мобилизация – это мера принудительная со стороны государства, но, по крайней мере, чтобы людям не ломали кости и оттуда из ТЦК через день не выносили трупы, вот. Ну, уже понятно другое, то, что дети эти вещины, которые говорят о том, что это все московское ИПСО, это Мосфильм снимает и так далее, это искусственный интеллект. Ну, я думаю, в глаза родным тех, кого там забили в ТЦК, они никогда не посмотрят.
Никита Потураев, тот, который, когда слуги начинались, в Трусковце им заявлял всем слугам народа, что они политическое никто, в связи с отставкой Федорова объявил, что складывает мандат и идет на фронт. Мол, говорит, да, мне 55 лет, но я буду защищать страну, в общем, где-то пригожусь. И, в общем, вот такая история. Ну и, понятное дело, там, говорит, критикует отставку Федорова, говорит, что без Федорова проиграем. Непонятно вообще мне эта акция была. Ладно бы у него были последователи, там есть группа депутатов, взяли, сложили мандаты, пошли на фронт. Или, ну, какая-то странная акция. Ну, вроде как и при всей своей отбитости заявлений, судя по заявлениям, Потураева, ну, на дурака не похож. Или это такая армия, как Ермак пошел в армию, а потом сказал, да я такого не говорил. Во-первых, можно идти, но не дойти, ибо Верховная Рада, там же процедура сложения мандата, она может растянуться на многие месяцы, и не факт, что, как говорится, пройдешь все этапы. Тем более, что раньше 18 августа Верховная Рада, то есть месяц Верховная Рада будет отдыхать. То есть, ну, не будем забывать, что Никита Русланович все-таки в прошлом политтехнолог, ну, найти такого перспективного клиента, ну, это можно поздравить. Но я думаю, что судя по тому, как по той информационной поддержке, которую получил его заявление, у Федорова это вполне себе оценили. То есть вы думаете, что Федоров все-таки готовится к партии или к какой-то персональной истории? Я это вижу. Я это вижу. Знаете, вот понятно, конфликт с Сырским. Я и ранее говорил о том, что Сырский смотрит на него как на сопляка, который пороху не нюхал, в армии не служил, что он знает об уставе, что он знает о вооруженных силах и так далее. Но, соответственно, Федоров на него смотрит как на ретрограда, мясника и так далее. Но вот эта стена, вот это отчуждение между ними, то есть, ну, прямо же пишет, что дискуссии вышли далеко за рамки профессионального обсуждения. Ну, это в условиях войны это ненормальная ситуация. И, безусловно, Федоров непосредственно не руководит войсками. Этим занимается главком, генштаб. То есть он занимается распределением ресурсов на нужды вооруженных сил. А там миллиарды. И я говорю, посмотрим, будет ли в ближайшее время сеансы офигительных историй о коррупции в стенах Министерства обороны при Федорове. Ну, это станет таким одним из маркеров. Но ясно и другое, потому что с учетом того, что Сырский переиграл в аппаратной игре, для Зеленского он более понятен. Мне кажется, что он более прогнозируем. В конце концов, у него нет никаких политических амбиций. Клан Сырского не скупает медиа по ходу. Вот. И политтехнологи с Сырским точно не работают. Поэтому другой момент, конечно, негатив. Вот дело Скелли, дело 155-й бригады Анна Киевская с ее ударившимся во все тяжкие комбригом. Кстати, он кавалер 3 орденов Богдана Хмельницкого, это, по сути, эквивалентный герой Украины. Ну, вот такие у нас герои. Вот. Это такой заряд токсина, ну, токсичности, который, ну, с избытком хватит на Сырского и начнет капать на чело президента. Поэтому подозреваю, что и Сырского довольно скоро могут выйти. Ну и, как говорится, вылезшие из окопа Драпаты, это, по-моему, яркий маркер того. А вот у нас еще и, как говорится, не только министр обороны, реформатор, но и адекватный Могилов. Вот. Предрекают, что что-то может произойти в связи с происходящим сейчас и этими всеми перестановками. Там же тоже с этим Хмарой такие ну, тонкости. За 20 лет уже, 20 лет не было в Украине военного
у руля Минобороны. Соответственно, нужно или чтобы Хмара уволился, а он генерал действующий, ССБУ, или нужно, чтобы Рада принимала назад, откатывала эту историю, то есть принимала, что военный теперь может руководить Минобороны. Это отдельный нюанс. Но многие злые языки после встречи, якобы, которая была по источникам «Украинской правды» у Сырского с Ермаком, тот к нему прямо отправился, и после этой встречи Сырский написал «Спасибо Федорову за работу». Вот это все очень такое заявление было об отставке Федорова, что это вообще все дело рук Ермака. Ну вот конкретно комбинация такого черного или как серого кардинала бэк-офиса Банковой. Соответственно, Буданову сейчас угрожает что-то. Что? Нет, ну, не будем забывать вот этот резонанс покушения в Монако. Пока все ж подвисло, это сказки про белого бычка о том, что там кадровый сотрудник ГУРа, как говорится, не по чему-то приказу свыше, а там, по собственной инициативе или с кем-то там он скорешился, освоил бюджет, там 1200 было выделено, сколько там дошло, или прилипло, не знаю, но без санкций, но ясно, что ниточки тянутся наверх. И этими ниточек так много, что и удушить могут. А будем говорить так, ведь Буданов, несмотря на то, что у руля ГУР уже Иващенко, который проредил ряды будановцев в самом ГУРе, и так, тех, кому Буданов раздал корочки внештатных сотрудников, там 60 с лишним человек, вынуждены были вернуть. То есть, это показательно. Вот. Но, тем не менее, Буданов ассоциируется с ГУР, и ведь там есть еще и другие. Там батальон Артан ГУРовский, и там все, что связано с его командиром, по-моему, в Австрии там полицейские проявляли интерес к его деятельности. И вот все это может всплыть и придушить дальнейшую политическую перспективу. Ну, то есть Федорова обнуляют, Буданова тоже обнуляют, и, получается, не осталось никого. Тут Мазурашу выдал на гора, что фактически Корецкий, кто такой Корецкий? Так это может быть преемник, как у Вовы и Димы, помните? Ну, Путина и Медведева. Ну, у Корецкого лицо скучно. Лицо скучное, денег не дадут. Да, друзья, по поводу всех этих раскладов, это, конечно, все очень интересно. Давайте подведем итоги опроса. Как отставка Федорова повлияет на ход боевых действий? 4% положительно, дадут больше ада. Ну, то есть Украина будет еще сильнее атаковать российскую сторону. 5% отрицательно, воеваться будет хуже. 10% хоть так вот это война иссякает. Ну, то есть видно, что глобально... Да и геополитически тоже все иссякает. Ну и 82% считает, что, в общем, никак не повлияет, потому что вся эта история не про войну, это все про деньги и исключительно про деньги. Значит, вот такие итоги у нас есть, и мы их имеем. По большому счету все в одну калитку, комментировать нечего. Сразу же на второй день еще кресло не остыло Федорова, Зеленский проводит лично совещание с этими оружейниками, бригадами, все понятно. Он хочет быть у руля вот этого потока, потому что деньги немалые. У меня геополитический вопрос. Вот оружие. Тут сенсации на сенсации по поводу иранского нового приключения иранского Трампа. Значит, Ирак, оказывается, там есть исламисты, они деньги предлагают за голову Трампа. Опять-таки, Иран говорит, будем бомбить, простите, все, что у тебя есть, Дональд Федорович, на Ближнем Востоке. Ну, имеется в виду там всякие гольф-поля, отели и так далее. Ситуация в Ормузском проливе, мы понимаем, какая, достаточно сложная. Баб-эль-Мандебский пролив хуситы тоже берут на мушку. В общем-то, непонятно. США бьет по Ирану. В общем, Ближний Восток разгорается.
Оружия уходит очень и очень много. То есть не хватает оружия, об этом пишет пресса по заявлениям Пентагона. Слушайте, но при вот таком раскладе на Ближнем Востоке украинская война смотрится как абсолютно, пятым колесом. Вот. И понятно, что патриоты, ракеты к ним потребуются там, монархиями Персидского залива, к тому же Израилю. Тем более, что на прошлой неделе были довольно жесткие прилеты по Хайфе. И Сиран же отвечает. И в сухом остатке на ближайшей к моему дому бензоколонке цена литра бензина сразу прибавила пару гривен по сравнению с недельной давностью. И как бы там ни было, от $72 за баррель дернулось к 85. И, судя по всему, это тоже не предел. То есть оптимизм тех, кто говорил о том, что все, вот, как говорится, Исламабадский меморандум, все, война заморожена, вот эти ожидания оказались неверны. Я был в числе скептиков, может быть, я по натуре такой не люблю смотреть сквозь розовые очки, я всегда бутерброд обычно падает маслом вниз. Вот так и с вот этими мирными переговорами, с перемирием, предпосылок длительного мира я не увидел. И так, увы, тут и сложилось. Поэтому, судя по всему, как говорится, с одной стороны, явно будет дефицит и средств ПВО. С другой стороны, очевидно, и у европейцев будут большие проблемы продолжается война, углеводородная удавка, она скажется на финансах ведущих европейских стран, а соответственно на возможностях помощи Украине. Для России обратная, соответственно, цена потери экспорта углеводородов, они будут компенсироваться ростом цен. Андрей Владимирович, а что это вдруг начал с открытым забралом Трамп наезжать на Китай? Говорит, в выборы вмешивались. То я просто помню, что всю дорогу в выборы американские вмешивались россияне и вокруг этого крутили дискотеку. А сейчас вот такая история. Понятно, наверное, что будет Трамп... понят в Китае. И это такое заявление для внутренней публики. Хотя, конечно, Китай отреагировал, сказал, что это все неправда. В общем, последствий это таких глобальных не возымеет, пока так видится. Но в любом случае и у Китая может закончиться терпение. Что это вдруг? Знаете, Трампа нельзя упрекнуть в том, что у него в его дипломатии присутствует хотя бы намек на куртуазный маньеризм, а с учетом того, что разворачивающаяся кампания по промежуточным выборам пока не сулит ни Трампу, ни республиканцам ничего хорошего, плюс еще и смерть одного из представителей старых республиканцев Линдси Грэма, то есть Рубиновой Крову. Многие удивляются, но пока тенденции таковы, что даже тот же Техас, который десятилетиями был республиканским штатом, судя по всему, может превратиться в колеблющийся. Но найдите еще более республиканский штат, нежели Техас. Вот такова данность. И в самой Южной Каролине, там, хотя он пытается, конечно, сестру покойного Грэма временным сенатором, но там те, кто там шел следом за Линдси Грэмом в праймерис, который он выиграл накануне своей смерти, плохие перспективы. Естественно, надо демонстрировать активность, позиционировать, кто наши друзья, кто наши враги. И в данном случае попытка вот этот съезд темы санкций. У нас же протрубили, что, дескать, Трамп поддерживал Линдси Грэма с его этими адскими санкциями. На выходе реально видим, потому что Трамп отнюдь возможно, будет вздувать ставки в рамках своей теории сделок, но вряд ли пойдет. То есть он пока не настроен в виде Кремлем.
И похоже, все-таки говорится, будет бросать камни в сторону Китая. Но китайцы в этом плане, знаете, они будут стоически на все это смотреть, тем более, что товарищ Си выдвинул инициатива глобального управления, вот, ну, это противовес коллективному Западу, золотому миллиарду, апеллируя к интересам глобального юга, о том, что международные отношения должны быть равноправными. Вот Соединенные Штаты, так, китайцы отстраиваются, например, Соединенные Штаты и Запад – это диктат, война, неравноправные экономические договоры, а мы предлагаем мир, экономическое сотрудничество и процветание. Ну что на этом фоне остается Трампу во внутриполитическом дискурсе? Ну, показывает о том, что китайские хакеры там что-то взломали. Возможно, смотрите, тут еще есть такой мотив. Возможно, этим будет Трамп не оставил идею поменять правила, перейти к тому, чтобы все-таки голосовали американцы исключительно по удостоверению личности. А это ударит по демократам, у которых равно как и почтовое голосование, так и любой встречный поперечный мог пройти. И это, как правило, эта публика, в том числе и нелегалы, для демократов были серьезным электоральным резервом. Возможно, через это обосновывая необходимость ужесточения избирательного законодательства и допуска американцев на избирательные участки. Да, друзья, значит, переходим к вашим вопросам. Начнем с сообщества YouTube. Отсюда режим Блиц. Друзья, поставьте лайк, пожалуйста, сделайте это. Поехали. Руслан задает вопрос. Коалиция желающих реально думает, что отключат электричество беспилотниками, и я пойду на 12 этаж пешком и буду против Путина? Они ошибаются, я же могу пойти на контракт. Я так понимаю, россиянин пишет. Нет, я думаю, что им в заведомо убыточное предприятие деньги не вкладывают, а их избиратель может вполне спустя некоторое время задать вопрос, где деньги Зин. Вот. И поэтому, ну, в рамках вот этой информационной картины почти победы, ну, надо нагонять трэш. И понятно, что прилет дрона в нефтеперерабатывающий завод, ну вот как Скопотний, смотрите, Рейтерс пишет о том, что на полгода вот этот завод в Москве вышел из строя, а как источник Олега Ельцова, это известный украинский журналист, ну, олдскульные коллеги помнят, была такая весьма авторитетная фигура, источник, которому считает, можно доверять, говорит, ну, что недели 2-3. Вот кому верить. Но я больше все-таки склонен верить источнику Ельцова. Но по-прежнему вот нагоняет вот эту тему о том, что топливный кризис, там, отключение электроэнергии способны спровоцировать в России смут. Ну, это, я думаю, там вполне себе цинично-прагматичные люди, возможно, они в это не верят, но это скармливают через информационное пространство. Вполне понятными целями. Лина Востроилова. Сейчас момент формирования новой нормальности, которая, как правило, происходит после кровавой бойни. Уходят со сцены старые правила или нет? Да. И я бы из другого, то, что каждый сильный начнет писать правила по-своему и трактовать по-своему. Ну, вот, наш сосед, южный сосед, Турция. Вот Эрдоган как раз из тех, кто готов, ну, посмотрите, с Сирией, допустим, как там они, с Азербайджаном против Карабаха. Ну, вполне себе. Поэтому, да, такая новая нормальность, она может привести к десятилетию как говорится, беспредела и бесправия. Вот. Ну, потом пессимистический вариант, как я сказал, каждый сильный будет писать по-своему, либо все-таки как-то это все устаканится. Но на это уйдут годы, если не десятилетия.
Ну, опять-таки, сильный, не сильный. Там Хакан Фидан приезжал вчера, да, тоже там, у нее там спрашивают, говорит, как вам в Киеве? Говорит, хороший Киев, говорит, война надо, чтобы закончилась. Единственный хоть кто-то, что пришел и сказал, что война должна закончиться. А так все, знаете, все такие потужные, что мама не горюй. Так вот он съездил, сказал, что Турция там поможет, туда-сюда. Ну и на утро совпадение ли, или прям вот так совпало, или умышленно. Все, персики там всякие, черешенки, все косточковые плоды, которые отправляются в Россию, развернули, сказали, ой, что-то там у вас нашли какой-то непонятный грибок. Да, да. Вот, но Турция не на одних помидорах сегодня живет. Саммит надо в Анкаре. Вот месседж относительно того, чтобы допустить турецкие компании ВПК к европейским оборонительным программам. Это он поэтому им пистолеты всем подарил? Да, 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 да. Кстати, вот мало кто знает, но турки за 20 лет, конечно, стрелковка это не Зигзауэр, это не Глок, не Хеклер Кох, качество по-прежнему еще хромают, но турки получают от производства стрелковки, а это они начали с начала нулевых, вот за 20 лет развернули, 3 миллиарда долларов зарабатывают. Да. Торговля стрелковым оружием. Вот чем надо заниматься. Я не раз приводил пример. Турция до Эрдогана турецкий ВПК обеспечивал только 20% потребностей армии и флота. С Эрдоганом эта цифра поднялась до 80%. Оксана, Россия имеет под 70 морских портов, в то время как у Украины под контролем 10 портов. ВСУ создают медиаэффект с помощью дронов с боевой частью 50 килограмм над Азовским морем, тогда как Россия атакует украинские порты ракетами с боевой частью до тонны. Используются такие системы, как Бандероль, X-31, Искандер. Почему не чувствуется разница в ущербе? Ну, во-первых, львиная доля, да, там 10 портов, но львиная доля идет через Ильичевск, нынешний Черноморск, и через Одесский торговый порт. Там под 50 миллионов тонн пропускная способность. И огромная территория, порт вывести из строя, это такая одним, там, или даже десятком Искандеров, это нерешаемая задача. А с учетом того, что у Украины появились вот эти Хорнеты, Сьюдбим компании Эрика Шмидта, Google, видимо, видите, вышел за рамки IT-среды. Результат, порт Тамань, по сути, прекратил работу. Это не ключевой, но грузы перенаправляются на услуги. Опять-таки, надолго ли прекратил работу? И тут же, смотрите, прекратил работу не потому, что дроны уничтожили все на свете, а потому, что опасно. Тут же вопрос, да. Опасно. Поэтому это как с рейсами, да, вот прекратили рейсы. Почему? Потому что опасно, потом прошло время, возобновили. Тоже такой момент. У нас просто любят перевирать вот эти все вещи. Как говорят, утопили там 100 500 судов в Азовском море. Нет, не утопили. Прилетело, повредило, где-то что-то вывело из строя, где-то нет. Ничего не утопили, потому что они не могут утопить. Безусловно. Знаете, что такое потопить танкер? Во время войны с полярными конвоями некоторым танкерам нос отрывало торпеды, и танкеры доходили, доползали. Танкер – это такая посудина, которая тонуть не хочет. Разве что если там взрывается содержимое, но это не часто происходит. Тем более в современных танкерах. Но бьют грамотно, мидл-страйками, бьют в ходовую рубку. Это такой нервный узел любого корабля. Там радары, система управления, контроля. Понятно, что радары можно там китайские купить, но все это надо минимум несколько месяцев ремонта. Корабль выходит из строя. У нас, понятно, в информационном пространстве продают как те, кто почестнее, просто в разовых поразили, но некоторые же пишут, что потопили. Да. Тем, кто обманываться рады.
Так, Олег, вопрос. Андрей, как вы считаете, почему во Львове на следующий день после бунта ТЦК и их тетушек жители не вышли так же быстро и организованно на защиту активных участников того самого бунта? Неужели в пылу толпы им было проще кричать «Ату его, ату», и традиционная хатоскрайность в итоге победила? Естественно, чувство самосохранения, ведь могут еще и ярлык российского агента прилепить со всеми вытекающими. Поэтому люди напуганы. Будем говорить, как оно есть. Но это не факт того, что то, что произошло в цифре, оно повторится, может быть, еще в более жестких формах. Ну, на какое-то время там, во Львове, да, там люди попрятались. Тут вопрос не хатоскрайности, а люди прекрасно понимают, что у государства всегда на один патрон больше. И даже самое коррумпированное, самое гнилое государство, аппарат насилия и подавления, то есть конкретного субъекта всегда может стереть в порошок, обнулить и так далее. Но, естественно, жизнь одна. Садиться в тюрьму или, скажем так, попадать под молотки никому не хочется. Поэтому, в отличие от картонного Майдана, у нас не будет демонстраций за мир, там, стихийных митингов против ТЦК. Ну, мы прекрасно все понимаем. Петр, Андрей Владимирович, вы заметили, что сегодня практически не используются многоразовые дроны, которые сбрасывают снаряд на объект, и которые мы наблюдали сплошь и рядом в начале дронового противостояния? Почему эволюция пошла в сторону дронов камикадзе? Разве многоразовость не экономичнее? Многоразовые дроны, с ними научились бороться. И мы, и россияне. Та же Баба-Яга, которая была в 23-м году кошмаром, ночным кошмаром для россиян, сегодня ее, так сказать, и они появились у россиян и сбивают чаще. А вот как раз дроны FPV плюс дроны камикадзе с искусственным интеллектом, с Старлинком, которые бьют на оперативно-тактическую глубину там, до 100 километров. Это как раз такой, вот если обратил внимание, как раз Хорнет они считают наиболее неприятным сюрпризом с украинской стороны, ибо искусственный интеллект плюс Starlink, невзирая на сравнительно небольшую легкую боевую часть, действительно создают большие проблемы. Его, кстати, называют марсианом. Вот. Поэтому технический прогресс и в плане дронов не стоит на месте. Я думаю, спустя некоторое время появятся РАИ дронов. Ну, знаете, когда все, как говорится, как одно целое. Там десятки дронов. Кстати, в Южной Корее учатся, пытаются моделировать борьбу с роем дронов. Пока что-то больших успехов. И это может оказаться крайне неприятным сюрпризом, вот когда дроны начнут атаковать роем. С яичными, да, более-менее, там, начиная от сеткометов, заканчивая там, карабинами, охотничьими карабинами 12-го калибра, плюс рэп, научились. А вот когда их станет очень много, я думаю, это будет следующий этап. Рой, искусственный интеллект, это то, что 25, 26, 27 год. Вопросы из чата трансляции. Вопрос Андрею. Что может быть страшнее войны? Тот день, когда вернутся с фронта пацаны? Да, вот, по-моему, меня там санкционированный Вадим Карасев упрекал за эту фразу, что наслаждайтесь войной, мир будет ужасным. И действительно, судя по трагедии в Калиновке, Рокитнянского района, ну, можно только догадаться, какой это будет дивный, чудный мир. Угу. Так. Вопрос от Сергея. А когда Россия и Украина будут дружить, как добрые соседи? Ну, наверное, не при нашей жизни. Пройдет несколько десятилетий, но я просто привожу пример всегда, сколько Германия воевала с Францией. И тоже реки кровью пролиты, миллионы погибших. Вот. Сегодня между этими странами практически нет границ. Свободное перемещение людей, грузов и
как-то немцев перестали называть бошами, а французов лягушами. Ну, время лучший доктор, но на это уйдут годы и десятилетия. Слишком много крови пролито. Здравствуйте. Вопрос. Какие силы сегодня за мир и как они могут повлиять на скорейшее установление мира? Какие кризисы ожидают Россию и Украину после войны? Вот такой многогранный вопрос на несколько часов. Это Во-первых, вы про силы, которые за мир, и как могут мир установить? На много часов? По-моему, тут выжженное поле, Андрей Владимирович. у нас силы, которые выступают за мир, ну, это находятся в эмиграции. Кто-то в России, кто-то в Австрии, в Италии, Франции, но в самой Украине потенциальных не то, что там тех, кто топит за мир, а просто тех, кто старается адекватно смотреть на происходящее, трезво, адекватно и трезво, загнали под клин. Более того, ну, ведь даже вот со мной спорят, говорят, что нет такого чудного зверя, как теневой бан в YouTube, но когда у меня, допустим, на канале просмотры падают в 4 раза вот, с начала июня, ну, то, что это не рукотворно, не рук человеческих дело, я слабо верится. Ну, аналогично тот же отставленный Федоров, ну, известно, как он в начале войны одному испанскому блогеру обрезал возможности трансляции через YouTube. Ну, конечно, свобода слова наше все. Поэтому появление в ближайшем будущем каких-то сил, которые на авансцене сил, которые будут выступать за мир, пока маловероятно. Через один цикл, возможно, да. Вот. А пока, ну, те, кто идет с Федором, ну, посмотрите, ведь кто у нас в Раде? Ну, все за войну, по большому счету. И те, кто поддержал Федорова, ну, ребята уже не за мир, будем говорить так, за более эффективную войну. Поэтому как-то так выглядит. А что после войны будет, Аллах ведает. Для меня самое неприятное то, что никто не имеет ни малейшего представления о том, как, с чего будет жить страна, государство. Ибо нынешняя доходная часть в 43 миллиарда – это то, что Украина зарабатывает за счет налогов, сборов и так далее. Но это даже существующую конструкцию государства на эти деньги не прокладываешь. А вечно сидеть на, как это наш экс-главный банкир, который тоже, кстати, в Вене отоборился. Шевченко сказал о том, что в Украине нет экономики, у нас дотациономика. Но этот праздник жизни не будет никогда вечно. Еще какое-то время, а дальше, естественно, ну, живите посредством. Но для Украины это самое отсутствие экономики, оно приведет и к политической, и социальной турбулентности. Вопрос от Вениамина Мирошниченко. Я СЗЧшник, сейчас нахожусь в Крыму. Так более нигде из знакомых нет. Семья, имущество, бизнес, все осталось в Кривом Рогу. Смогу ли я когда-нибудь вернуться в Украине без последствий? Думаю, да. Тем более, что, учитывая, у нас же засекретили данные по СЗЧ, а подозреваю, что у нас эти данные способны порвать мозг турбопатриотам. По моим прикидкам, где-то между 400 и 500 тысячами. Что их всех пересадишь, правоохранительная система не справится. Поэтому рано или поздно, после окончания войны, станет вопрос амнистии. И, естественно, так или иначе, вот, сотни тысяч тех, кто ушел в Европу. Ну, поэтому, я думаю, может быть, в течение 5-10 лет вы сумеете вернуться в Кривой Рог. Не знаю, останется ли бизнес к этому времени, как говорится, и что вы там встретите, но так или иначе, я думаю, пойдут по пути прощения грехов сотням тысяч граждан Украины, которые ушли в СЗЧ.
Тут целые эти комбаты уходят, комбриги уходят в СЗЧ, понимаете? Не, ну, то, что бегают и ротные комбаты, это было и до этого, ну, как бы это не афишировали, но, по-моему, я говорил о криминализации спецслужб на фоне того, что произошло в Монако. Ну, то, что произошло в селе Калиновка Киевской области, это криминализация ЗСУ. Ну, это вообще-то за такие вещи снимают главком, по большому счету. Но Сырский еще посидит некоторые. Но процессы разложения, криминализации армии, по-моему, на лице. Вопрос. Можете назвать актуальные и выполнимые цели в конфликте для его завершения для России и для Украины? Вот это вот актуальные и выполнимые. Вот это вот самый главный, наверное, акцент. Ну, на данный момент захват Славянско-Краматорской агломерации остатков Донбасса. Вот. В административных границах это вполне реально. Новороссия нереально. Ну, там уже начали грезить Одесса и так далее. Но Николаевым пока это нереально. Ну, в данной конфигурации. Что будет там ближе к зиме, это уже другой разговор. Пока это нереально. Для Украины, ну, собственно, о чем договаривались на Аляске, но это, по-моему, пока это максимум того возможно. Но, будем говорить так, по линии фронта Запорожской и Херсонской области, и, очевидно, вот, где-то вот по административным границам Донбасса. Что будет с Харьковской, там, так называемой зоной безопасности, Сумской, в Сумской области, там понятно, что в российских медиа пишут, что едва 10 километров от Сумы, но там лесной массив, 10 километров от Сумы, да, там туда зашли группы россиян, не знаю, что там, закрепились или как, но довольно большой лесной массив, и там это расстояние, оно может плавать, и там может быть и 20, и 30 километров, но вот это как бы понятно то, что Украина не будет в обозримом будущем членом НАТО. Это совершенно определенно. А то, что Украина сама по себе не потянет даже 200-тысячную армию, собственных ресурсов не хватит. Но это уже другой момент. Будет ли Европа финансировать вооруженные силы Украины? Ну, особенно после того, как произойдут кардинальные смены политикума в Германии, во Франции, в Великобритании, вот, сомневаюсь. Так, вот такой вопрос, Андрей Владимирович, для вас. Ну, вот такой прогноз, да? Что будет с Одессой? Ну, пока Одесса будет под украинским флагом, хотя деятельность Гауляйтера, тех, кого нам назначили, ну, по-моему, у меня такое ощущение, что там уже Кипер, может быть, там, закрытым указом будет российский орден на грудь. Ну, в самом случае, его деятельность по корректировке одесской идентичности, ну, заслуживает со стороны Кремля наивысших похвал. Пока Одесса будет под украинским флагом. И понятно, что для Украины Одесса еще куда более критична для существования государства, даже нежели его первая столица. Не в обиду харьковчанам, но Харьков сейчас фактически превратился в логистический тупик, и в ближайшие годы им останется. Так он, довольно потеряв промышленную и научную базу за 90-е годы, Харьков неплохо чувствовал себя как транзитный город, через который шла торговля с Россией, и одно Барабашово чего стоит, когда белогородцы приезжали скупаться на Барабашово, и в принципе, довольно все жило. Но для страны Одесский торговый порт, Ильичевский торговый порт, ну, это калитка в мир, без которой, как говорится, и зерно не вывезешь, и в страну ничего не привезешь. Поэтому
Подозреваю о том, что как раз к такому повороте событий активно готовятся, ибо ну, строительство укреплений вокруг Одессы идет весьма и весьма интенсивно. Так, я вообще не понимаю, Рома пишет, Украина лучший маршрут для маршрута Евроазия. Какой Мгм. смысл променять такую возможность на войну ни за что? Ну, тем не менее, вот многие, скажем так, политики предыдущего поколения считали, что в будущем как раз Украина должна была стать мостом, связующим звеном, и использовать свое географическое положение как триггер подъема экономики, как раз развивая транспортную отрасль, портовую отрасль, вспомню, там даже контейнерные перевозки одно время ходил, такой контейнерный поезд «Викинг» с Балтики на Черное море. Возил контейнеры, но через воюющее государство никто, естественно, ни шелковый путь, ни контейнерные перевозки тягать не будет. Но пока выгоды, личные выгоды отдельных персонажей нашей политической авансцены плюс цинизм геополитических игроков оставляют такой сценарий без шансов. Вот такой вопрос. Пленки Миндича и все скандалы Зеленского, как с гуся вода. Он настолько устраивает Запад или все-таки он самостоятельная неваляшка? Ну, он проявляет, скажем так, иногда доставляет головную боль, иногда вот, пытается додавить, ну, чувствует наглая дипломатия имени Владимира Александровича. И вот в этом плане, я думаю, партнеры ищут как более понятную, более прогнозируемую и более, скажем так, фигуру, которая будет в рамках. Зеленский иногда доставляет головную боль. Да, Так, это тут так. надо Зеленскому куда-то уезжать срочно, потому что сообщили, что в ближайшие 2 дня атака баллистическая в Киеве будет. Вот. А сам Зеленский сдает назад по поводу Польши. Значит, на дипломатическом уровне готовятся решения. Украина откроет архивы СБУ и СВР по событиям на Волыне и выдаст больше разрешений на проведение поисково-эксгумационных работ. Вот так вот. Ну, это пока ну, шаг назад можно только приветствовать. То есть тут ничего никакого. Но рано или поздно, я думаю, поляки будут дожимать вопрос относительно героев, модификаций. Ну, вот поляки не след для них. Поэтому, может быть, это будет уже не при Зеленском, но я не раз говорил о том, что все-таки в силу того, что нашего военного и экономического положения, в котором находится Украина сегодня, мы нуждаемся в Польше несколько больше, чем Польша в нас. Андрей Золотарев был моим собеседником сегодня. Спасибо большое за время и мысли. Всего доброго. Друзья, берегите себя.